Привет, ребята! Ну что, настало время для разбора песен Рамштайн. Честно скажу, мне было сложно отобрать 15 штук, потому что для меня они отцы. Было намного сложнее, чем со Slipknot. Рамштайн я слушаю не треками, а целыми альбомами. Поэтому для меня это было действительно испытание, но думаю, что я с ним справилась. Опять-таки, прежде чем начать, скажу, что наши мнения могут различаться, и для меня это любимые песни, крутые и гениальные, а для вас они могут быть, наоборот, отсталыми в Рамштайн. Поэтому пишите лучше свое мнение внизу в комментариях и не ругайтесь. Ну что ж, давайте теперь узнаем, о чем же поют для нас жесткие, противоречивые в каком-то плане настоящие монстры Рамштайн. Музыканты здесь представляют любовь как серию коротких моментов, которые однажды разобьют ваше сердце. И в конечном итоге вам будет все равно. Тиль поет в очень строгой форме, я бы даже сказала в приказном тоне, а инструментал поддерживает его. Храните друг друга от разбитого сердца. В какой-то момент слово «Einst» повторяется много раз, образуя произношение «Эйнштейн». Вспомним его теорию относительности. Музыканты хотят нам сказать, что время быстротечно и нужно беречь своих близких, ведь когда-нибудь годы, которые вы провели вместе, покажутся минутами. Песня посвящена авиакатастрофе Рамштайн, которая произошла в 1988 году и стала одной из самых смертоносных авиакатастроф за историю. Во время выступления итальянской пилотажной группы столкнулись 3 из 10 самолетов. В результате столкновения один из самолетов рухнул на зрителей. 70 человек, включая 3 пилотов, погибли, и по разным данным от 300 до 400 человек получили серьезные ранения. Эта песня была первой написанной группой, и она достаточно хорошо передает всю атмосферу и ужас данной катастрофы, несмотря на то, что текст достаточно упрощен. Запах плоти витает в воздухе, кровь свертывается на асфальте, братская могила. Однако мир продолжает жить, несмотря на катастрофу. Солнце светит. Группа добавила к названию дополнительную букву «М», чтобы немного изменить значение слова «Рамштайн». Буквально это означает «таранный камень». Очень мрачное, нарастающее начало как будто символизирует полет, а резкое вступление – взрыв. Когда ты слушаешь песню и представляешь это ужасное событие, то просто кровь стынет в жилах. Песня «Энгель» о нежелании стремиться к совершенству, так как зачастую то, что кажется идеальным и превосходным, на самом деле таковым не является. То, что человек считает блаженным существованием, на самом деле страх и одиночество. Нас на небе можно увидеть лишь тогда, когда рассеиваются облака. Мы одни, и нам страшно. Песню также можно интерпретировать как сомнение в существовании Бога и ангелов. Глядя на небо, ты спрашиваешь, почему же их тогда не видно? Кстати, прекрасный женский вокал, изображающий голос ангелов, принадлежит Кристиане Хеббельд из немецкой поп-группы. Мы посреди небесных круч и видны, когда нет туч. Мы в одиночестве дрожим, видит Бог, я не хочу быть ангелом. Лирический герой говорит о том, как он представляет себе жизнь ангелов, а затем осознает, что эта жизнь не для него. С одной стороны, кажется, что это песня о свадебных клятвах. Вы хотите любить и уважать друг друга, и оставаться верными, пока смерть не разлучит вас. Когда Тиль говорит «du hast», «у тебя есть», ощущение, как будто он произносит фразу «du hast», «ты ненавидишь», придавая двойное значение песни. Вместо ответа «я» Тиль говорит «nein», наконец отвечая на вопрос, на который он ничего не сказал в начале. «Ты меня спросила, и я ничего не ответил». Хор на заднем плане поет «я», как будто олицетворяя его совесть или внутреннее сомнение и желание сказать «да». Вот так вот культовая песня «Ты о женихе», который послал у алтаря свою мадам нахер. Однако мы смотрим на песню без визуализации, если разобрать также и клип, то можно увидеть другие трактовки, например, принесение в жертву себя, отказываясь подчиниться, или же пожертвование дорогим человеком ради спасения своей жизни. Кстати, песня номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшее метал-исполнение» в 1999 году. Эта
песня о детских кошмарах, которые могут преследовать человека на протяжении всей его жизни. На создание этой песни музыкантов вдохновило немецкое телешоу 50-х годов, которое называлось в переводе на русский язык «Песочный человек». Это было детское шоу с рассказами на ночь. Каждая история начиналась со строк, аналогичных первым 2 строкам песни. А теперь, милые детишки, прошу внимания, я принес кое-что для вас. Лирический герой – это олицетворение ночных кошмаров, которые приходят ночью и питаются страхом. Когда мы закрываем глаза, то все наши страхи, эмоции, воспоминания начинают крутиться в голове, превращаясь в кошмары. Некоторые дети поют ночью, чтобы утешить себя, когда им страшно. Вы наверняка видели нечто подобное в фильме ужасов. Они приходят к вам ночью, демоны, духи, злые феи. Они выползают из подвала и заглядывают к вам под одеяло. Эмоции, которые сдерживает ребенок, приходят к нему ночью и пытаются сломить его. Они выползают из подвала, как из подвала его разума, куда он вкладывает всю свою печаль. Повторение строк может означать, что этот ребенок не одинок. Многие дети вынуждены скрывать свои чувства и эмоции, или же это может означать бесконечный цикл. Ребенок растет и становится взрослым, его сердце ожесточается, и он становится тем самым ночным кошмаром. Это мой любимый трек, он невероятно сильный как в лирике, так и в инструментале. Периодически завывающие сэмплы, как в фильмах ужасов, прекрасно передают эту ужасающую, угнетающую, страшную атмосферу. А скрипка в припеве добавляет еще больше эпичности. Изначально песня была написана для боксера Виталия Кличко и должна была звучать перед его выходом на ринг. Все ждут света, не бойтесь, не бойтесь. Солнце светит из моих глаз, сегодня ночью оно не зайдет. Солнце символизирует силу кулака Кличко. И мир громко считает до 10. Это тоже отсылка к боксерскому поединку, когда один из бойцов оказывается на земле и находится в нокауте. Рефери начинает счет до 10, и толпа считает вместе с ним. Так что эта песня не несет в себе какой-то интересной лирики. Эта песня просто идеальна для того, чтобы под нее заниматься спортом. Она хорошо так поднимает боевой дух. Однако, если не знать конкретно для чего была написана песня, то можно ее интерпретировать как мотивирующую, вдохновляющую, говорящую о том, что за закатом всегда следует рассвет. Тиль Линдеманн и Рихард Круспе подтвердили, что их неудавшиеся отношения с матерями в детстве повлияли на текст этой песни. Текст песни повествует об истории ребенка, рожденного не из утробы, а в результате эксперимента, и поэтому у него нет биологического отца и матери. В лирике описываются его план убить как мать, которая никогда не рожала его, так и его самого. Я поклялся сегодня ночью, что подарю ей одну болезнь, а потом утоплю ее в реке. Однако ему не удается убить себя, вместо этого он оказывается изувеченным и чувствует себя только хуже. Ребенок умоляет, возможно, молится о том, чтобы мать придала ему сил, но она уже мертва и не может дать ответ. Повествование песни как будто отсылает нас к истории Франкенштейна, который мстил за свои несчастья своему создателю, а затем, после смерти создателя, решил умереть сам. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Трек можно рассматривать как выражение траура из-за потери любимого человека. Без тебя я сам не свой, без тебя, сам наедине с собой вне себя. Без тебя часы считаю, а с тобой все секунды замирают и покой. Также текст можно рассматривать со стороны проблем экологии, разрушения природы и окружающей среды, так как присутствуют отсылки на книгу 1962 года «Безмолвная весна», где леса умирают, а птицы больше не поют. И черный лес стоит в затишье, больно мне, больно. И пение птиц не слышно. Обожаю, как Тиль управляет своим голосом. Он может резко вам что-то начитывать и также убаюкивающе петь такие прекрасные баллады. Лично меня навсегда доводит до слез. Я сразу вспоминаю концерт, где тысячи людей зажигали фонари и пели. Образовывалась невероятная энергия. Никогда в жизни не думала, что скажу о том, что мне нравится Моргенштерн. Как мне кажется, здесь поется об относительности понятия красоты и о том, как многие гоняются за идеалом, который по сути у всех различается.
Освети мой лик, брось теплый луч на мое уродство, скажи мне, что я не одна. Но вот она видит звезду, сверкающую в сумерках, и она молит: мне бы немного румянца на щеке. Особенно меня привлекли эти строчки, которые также изображают сущность многих людей. Но человек – глазастый зверь, мне нужно множество красивых вещей. Однако красота может быть не только внешней, зачастую мы забываем о том, что намного важнее, а именно внутренняя составляющая. Моя грудь согревается и дрожит. Там, где бьется жизнь, мое сердце видит, как же она прекрасна. Очень недооцененная песня, и многие люди даже не в курсе, что у Рамштайн есть подобный трек, и когда их спрашиваешь о нем, они такие: что? Прекрасная песня, достаточно бодрая, и восточные мотивчики тоже великолепно вписались. Песня о злости и токсичности людей. Как они могут заставить спрыгнуть с моста человека, который просто любуется видом. Вот такая интересная метафора проглядывается в лирике. Я ведь просто хотел пройтись и полюбоваться на вечернее небо, а они кричат: прыгай. Мне кажется, музыканты этой песни хотели сказать, что есть люди, которые не могут радоваться чужим успехам и счастью, и стараются в такие моменты всегда унизить, и кидаются дерьмом, чтобы хоть как-то выделиться и самоутвердиться. Тоже обожаю эту песню, она достаточно недооцененная, ведь она безумно мрачная и сильная. Бэкштабу — это неологизм. Линдеманн объясняет это слово как «все, что вы хотите». Да в интервью он также описывает его как синоним таких терминов, как зависимость, необузданные влечения и безграничное желание. Мне кажется, это песня о внутренних демонах человека, которые периодически выходят и пытаются нас соблазнить на какие-то страшные необдуманные вещи. И шепот Тиля как будто изображает голоса, которые исходят от этих самых демонов. Припев — это противостояние человека и его демонов. Не делай этого, оставь как есть. Ох, в моем чреве две души, но может выжить лишь одна. Намек на знаменитую цитату из Фауста Гёте, вероятно, самого известного произведения немецкой литературы, в котором главный герой говорит, что в его груди обитают две души. Обожаю эту песню, она повествует о эгоистичности, жадности и ненасытности многих людей. Мне нужно много всего, и даже больше, чем много, и только для себя. Многие люди — зажравшиеся ненасытные существа. Они не умеют ценить то, что у них уже есть. Им всегда нужно больше и больше. Они думают исключительно о себе, и даже обладая огромным богатством, никогда не будут им делиться. Я ничего никому не дарю. Зачем отказываться от чего-то своего? Dein Atem kalt, so jung und doch so alt. В Deutschland Рамштайн рассказывают историю Германии и выражают противоречивые чувства. С одной стороны, любовь, искреннюю и настоящую, но с другой стороны, смятение и, я бы даже сказала, отвращение. Более подробные значения и толкования можно найти в пояснениях к отдельным строкам. Ты пролила много слез. Это персонификация. Германия видела много ужасных событий, таких как войны, катастрофы, правление нацистов и тому подобное. Она много плакала из-за этого. Как по мне, эта работа одна из самых гениальных и наполненных у Рамштайн. Взять даже их клип на эту песню. Отличная кинокартинка с огромным количеством кадров, постановок, изображающих определенные исторические события, связанные с Германией. Это все обрамлено невероятными спецэффектами и так далее. Клип, как и песня, наделали огромного шума вокруг, и Рамштайн просто ворвались снова в музыкальную индустрию и сказали всем, что они еще живы и ого-го. Эта песня повествует о маленьком мальчике, сестра которого работает проституткой, и о влиянии этого на ребенка. Когда сестренке нужно поработать, она запирает меня в комнате. Подарила мне куклу, с ней я не одинок. Ее место работы совсем недалеко.
прямо в соседней комнате. Мне кажется, тут даже нечего пояснять строки, которые пронизывают все тело холодом. Я послушно принимаю лекарства. Medicine может означать две вещи. С одной стороны, психотропные препараты, которые ребенок принимает против психологических проблем, вызванных проституцией сестры. С другой стороны, это могут быть снотворные, которые сестра дает ребенку, говоря, что это лекарство. И тогда я отрываю голову у куклы. Да, я отрываю голову у куклы, а потом я кусаю куклу за шею. Я плохо себя чувствую. Нет. Ребенок пытается избавиться от своих страхов, ужаса и разочарования, уничтожая свои игрушки, в том числе куклу, которую ему подарила сестра, выражая тем самым свой гнев на нее. Эти строчки, сильно надрываясь, выкрикивает, что добавляет еще больший ужас. Я наблюдаю через замочную скважину, и один из них ее убивает. Леденящая кровь история заканчивается смертью сестры. Когда сестренка посвящает себя работе, свет в огне горит красным. Это как раз-таки строки, раскрывающие для нас деятельность сестры. Невероятно эмоциональная песня, одна из любимых в этом альбоме. Безумно красивая и спокойная песня. Здесь мы видим искреннее восхищение лирического героя. Он сравнивает предмет своих воздыханий с бриллиантом. И эта искорка в твоих глазах тянет из меня душу. Ты красива, как бриллиант. Однако он вздыхает и с отчаянием поет, что ему не суждено быть вместе с этим бриллиантом, ведь он не способен любить. Я хотел завладеть твоим сердцем, но то, что не может любить, должно ненавидеть. Повторюсь, что это прекрасный трек. Мне нравится, как инструментал обрамляет лирику. Сразу представляешь кадр, как лирический герой тянет свои руки к сверкающему в темноте бриллианту. Но грустная завывающая скрипка на фоне и чуть слышно напевающий голос говорят нам о том, что он так и не дотянется. Ну что ж, на этом мой топ подошел к концу. Вот так вот Рамштайн могут не только разрывать вам лицо своим инструменталом, но также и затрагивать какие-то действительно серьезные важные вещи. Например, они поют о социальных или политических проблемах, о любви, о смерти. И просто вызывают достаточно противоречивые эмоции у многих людей. Это группа, которая привела меня к тяжелой музыке и вдохновила на многие вещи. Я могу слушать их треки просто 24/7. Я знаю, что многие пишут свои недовольные комментарии по поводу того, что «Ой, вот этого трека не было», «Ой, об этом треке ты сказала не так, там на самом деле поется о другом». Ребят, все, что я здесь сказала, это либо информация, которую я вычитала где-то из интервью, либо это мои личные интерпретации песен, поэтому не факт, что говорится именно об этом. Я просто делаю какие-то свои небольшие анализы и высказываю вам свои предположения. Дальше уже вам решать, верите вы этому или нет, согласны вы со мной или нет. Напишите внизу в комментариях свой топ-15 любимых треков Рамштайн, ну или хотя бы топ-3. Спасибо за просмотр. Пока!